Привет, друзья! Так как мое предыдущее видео про портфолио очень понравилось аудитории, я решил записать новое видео про мой путь в индустрии 3D-графики и анимации. Как я стал аниматором, что меня останавливало или наоборот подбадривало на моем пути. И вы также сможете посмотреть мои самые ранние работы, мои красивые работы, те работы, которым лучше никому не показывать. Но я все же покажу их, потому что это мой путь, и вы также можете, посмотрев их, понять, что ничего идеального не бывает, и вы со своими же работами можете тоже стать аниматором, риггером или 3D-артистом. Как я вообще дошел? Вот такого до вот такого. Ну, давайте начну с того, что перед тем, как попасть в индустрию 3D, я успел поработать сисадмином. Я там занимался ремонтом компьютеров, да и вообще с электроникой и с паяльником я с первого класса. То есть это, по сути, то, что лежит у меня на сердце, и то, что преследует меня всю жизнь. То есть я люблю компьютер, я люблю компьютерные игры, компьютерные технологии и все, что с этим связано. Значит, мое первое знакомство именно с 3D, ну, это был 3D Max, у меня состоялось в 2007 году. Я просто, когда общался со знакомыми своими, я иногда слышал слово 3D Max, а еще реже я слышал слово Maya. Ну и вот после накопившегося количества этих слов я все же решил установить 3D Max и попробовать понять вообще, что это такое, потому что все, что было сложно, а на тот момент считалось, что это сложно, оно все меня манило и мне интересно было. Ну, соответственно, установил 3D Max, я его открыл, я нашел туториал, на тот момент можно было найти туториал по 3D Max. Это была чайная ложка, которая стояла в стакане стеклянном на столе. Ну, соответственно, методом лофтинга там ее нужно было замоделить, потом там назначить шейдера и отрендерить. Ну, понятно, что я сделал этот туториал, но я ничего не понимал и ничего не понимал и ничего не понял, что я вообще сделал. Потому что туториал заключался, по сути, в повторении за автором, но автор не объяснял вообще, что он делает, зачем, как, ну, то есть информации в этом плане было не очень много. Ну, соответственно, я забросил 3D Max практически там через пару дней, потому что как-то меня это не сильно впечатлило. Вот. Ну и по прошествии нескольких месяцев я все же опять решил вернуться к этому вопросу, но только уже установив Маю. Ну, то есть я так подумал, что если 3D Max был сложный, ну я так думаю, уже ж а, гори сарай, гори и хата, давай посложнее. Установил Маю. На тот момент в интернете, в русскоязычном пространстве не было практически вообще никакой информации про Маю. Да, было что-то про 3D Max довольно много, были даже неплохие хорошие книги, там Библия по 3D Max огромная, но по Маю практически не было ничего. Ну и установил, открыл ее, соответственно, я чуть-чуть офигел от того, что я увидел. И нашел в интернете единственный, скорее всего, на тот момент существовавший курс. Это, насколько мне не изменяет память, это был сайт compress.ru. Думаю, если он существует, ну, вроде как существует до сих пор, можете зайти посмотреть, там есть уроки. Довольно неплохие, насколько я помню. Вот, я их открыл и начал изучение Майи. Довольно было, как ни крути, все равно было довольно скуден этот курс на информацию, но все же даже с этим курсом я научился там делать какие-то торусы, сферики, кубики создавать, добавлять им цвет, при этом шейдер назначать, какие там хеликсы создавать, даже кнопку рендера освоил, ну то есть такое самое простейшее. Но ощущение, что я уперся как бы в стеклянный потолок, меня не покидало, потому что уроков на самом деле было мало. Там их было штук 5-6, может уже сейчас больше, но на тот момент их было прям мало. Ну, соответственно, вот все, что там были, я прошел, а дальше на этом все. И тут я уже начал как бы немножко, ну не то чтобы унывать, ну так, подзабрасывать это дело, маю. И тут мне на глазах попадается курс по 3D анимации,
в мае. Не анимации, 3D-моделинга в мае. Там на самом деле был полный курс вообще по всем вопросам Maya. Вот все, что на тот момент там Maya в себя включала. Практически все, ну кроме там, наверное, флюидов и партиклов. Практически все этот курс в себя включал. Вот, ну, насколько я уже говорил, это был 2007 год. То есть Maya тогда еще была Alias, а не Autodesk. Соответственно, рекламу этого курса я увидел в бумажном варианте. Я тогда жил на тот момент в Харькове. Взял эту бумажку и пошел в институт радиоэлектроники, такой там есть. Ну, там был курс. Я записался на этот курс. Вот, чем был классный курс, он, кстати, долго очень просуществовал. Я не знаю, может даже сейчас существует 3dmaya.com.ua. Он был практически 8 месяцев длительностью. Я попал на него, по-моему, или на самый первый поток, или там на второй. Ну, короче, это самое начало было курса этого преподавателя. Вот. И вдумайтесь, на протяжении 8 месяцев каждый день по 3 часа у нас шли, то есть ну, такое, как можно сказать, вечерняя школа. Шли уроки, то есть у нас делилось это все на теорию и практику. Ну, когда была практика, сидели за компьютерами, и учители, ассистенты следили за тем, что ты там делаешь, помогали и так далее. Соответственно, мне этот курс, конечно, дал такой сильный пинок под зад. И я благодаря ему начал делать такие интересные уже работы. То есть я опередил программу, я начал уже рендерить. Вот, можете видеть, вот такие у меня были работы. И, соответственно, к окончанию где-то уже этого курса я, пока еще все там более с горем пополам выучили моделинг, я уже смотрел видеоролики по риггингу. Ну, понятно, что там большинство информации я не понимал, но тем не менее я уже умел в какой-то степени ригать персонажа. На курсах на самом деле нам риггинг практически не давали. Там ну, буквально в 2 клика какие-то там локаторы. И, насколько я помню, очень мало всего давали. Преподаватель сам не сильно тогда на тот момент разбирался в этом. Вот, но как бы риггингом я уже начал заниматься. Ну и тут я как бы понимаю, что надо устраиваться на работу, искать что-то. На тот момент в Харькове была единственная известная на данный момент компания, это GameLoft. Были еще несколько мелких, но я думаю, их название вам ничего не скажет. Вот, начал я подаваться в GameLoft, меня туда пригласили на собеседование, дали тестовое задание, я его выполнил. Прихожу, мне говорят, ты, конечно, молодец, но только ты должен был его выполнить в 3D Max. Вот, ну, как бы качество выполнения этого тестового я, конечно, опущу. Я думаю, кто old school знает GameLoft, это их вот этот знаменитый Рафаэль Надаль, которого надо было моделировать, текстурировать и анимировать. И текстуры должны быть 128 на 128 пикселей. Вот. Соответственно, тогда я только выучил Maya, учить мне 3D Max, то есть я 3D Max больше ни разу не открывал. Ну, учить мне заново 3D Max, когда ну, Maya и так как бы очень сложно, скажем, далась в какой-то степени, я не захотел. Поэтому пришлось идти на другую работу, которую мне посоветовал знакомый. Он мне сразу предупредил, что там плохо платят зарплату, но ради опыта я туда пошел. Мы там делали игру, называлась «Герои Мальгрими». Ну, это что-то наподобие «Героев третьих». Ну, вот можете видеть на экране то, чем я там занимался. Вот, ну, поработав там всего лишь 3 месяца, так как все же зарплату реально очень сильно задерживали, я уволился, продолжая дополнительно учиться самому. Вот. И оттуда также уволились мои коллеги, и мы вместе стали делать фриланс. Вот что значит вовремя, скажем, вовремя устроиться на работу даже в плохую компанию, но все равно у тебя остаются контакты, и все же какой-то профит с этого ты имеешь. И, к слову, я потом эти деньги, которые мне там должен был руководитель, мне там была зарплата $300 в месяц, и он остался должен 600. Он мне еще потом год эти деньги отдавал. Вот, но я научился также и свое брать, мне причитающееся. То есть всему это, все такие вещи, они нас на самом деле учат. Вот. Значит, дальше какое-то время я занимался с этими коллегами фрилансом, делал вот такие всякие штуки, как вот эти вот мечи, щиты. И вы же понимаете, на тот момент, да, для 3D Max было какие-то библиотеки шейдеров, там что-то из моделей. Ну, по моделям-то ладно еще. Но самое основное, что была библиотека шейдеров. И тебе не нужно было заново, как в Maya, настраивать все эти шейдера с нуля. А я работал в Maya, мне приходилось, конечно, не сладко в этом деле. И тут мне однажды предлагают
будущая компания Polarium, к ним переехать в Симферополь. Я соглашаюсь. Ну, там, делал тестовое. Кстати, тестовое я делал в 3D Max, но на тот момент я уже чуть-чуть набрался опыта, и мне 3D Max, ну, не то, что там легко дался, но все же, имея опыт, я смог выполнить тестовое. Они меня взяли. Вот, к слову, я у них там был первым 3D-шником, даже был ответственный, руководил несколькими проектами, набирал персонал, там выдавал тестовое, обучал людей. Ну, то есть многие делал такие уже вещи, связанные с менеджментом. Многому научился. Ну и проработав там 4 года, я делал разные интересные проекты. Думаю, многие из них вы уже знаете. Те же Raid, которые из всех утюгов рекламировали. Вот я начинал этот Raid делать. Не только Raid. Разные соц, для игр для соцсетей, для ВКонтакте, Фейсбуке и так далее. Вот, но через 4 года оно мне поднадоело, я решил переехать в Киев, начал подавать свое портфолио, которое я, кстати, к слову, там все, что было у меня с Плариума собрал, но мне с Киева никто не отвечал, то есть я буквально подавался, то туда, то сюда, то есть тогда я еще работал артистом, да, я, конечно, занимался анимацией, для социгр я делал риггинги, ну, понятно, что это не были такие как бы профессионального уровня риги и анимации, но руку по чуть-чуть я как аниматор набивал. Вот, и тут я понимаю, что надо делать портфолио лучше. И у меня так выпадают как бы кости судьбы, что я взял себе отпуск, и когда у меня заканчивался отпуск, я начал делать, соответственно, тестовое. Когда заканчивался отпуск, в компанию влетел налоговая полиция, и офис был закрыт в течение 2 месяцев. Ну вот в течение 2 месяцев я успел себе сделать новое портфолио. Вот видите, вот таких вот красивых эльфиек, и вот такие вот работы у меня были на тот момент. Плюс, соответственно, я успел заняться фрилансом. То есть я создал себе веб-лансер, я создал себе фриланс. К слову, я мог с этим портфолио, забегая наперед, я мог взять практически любой проект на тот момент. Тогда очень много было в нашем русскоязычном пространстве работы, и это не было проблемой, особенно с таким портфолио. Вот, соответственно, после того, когда я сделал это новое портфолио, я начал рассылать его, и мне сразу, вот что значит портфолио, мне сразу начали отвечать. Мне сразу стали приглашать на собеседование. Ну и вот только возникла одна проблема. Мне пришлось заново ходить в офис на работу. И я ж не мог там, мне, допустим, назначать собеседование в понедельник, там в четверг, потом на следующую неделю опять в среду. Я ж не мог вот так постоянно отпрашиваться по несколько раз в неделю. То есть это было бы странно. Ну, то есть как бы человек куда-то ездит, куда-то постоянно отвлекается от работы. И что я делал? Я покупал билет на самолет, брал себе больничный или какой-то один выходной, утром вылетал в Киев, там проходил несколько собеседований, вечером возвращался. Никто даже из моих коллег, там, менеджеров, никто даже не знал об этом. Таким образом, я нашел себе работу в Киеве, но, к сожалению, нашел не в ту компанию, которую я хотел. Я хотел в Valleyland, потому что там были фэнтезийные тематики, которые мне очень нравились. Потому что я люблю фэнтези, всякие фэнтезийные штуки. Но меня взяли в Кивуру, взяли меня аниматором, что, кстати, было для меня реально интересно, потому что именно полноценно перейти как аниматор, 100% аниматор, то есть у меня еще в жизни такого не было. Вот, я там очень многому научился, и тут через 1,5 месяца мне с Элиленда написали, позвонили, говорят, мы хотим с вами встретиться, мы передумали, в общем, мы хотим, чтобы вы у нас работали, и даже согласны на ваши, там, больше предложения по зарплате. Окей, то есть таким образом я себе еще и зарплату повысил и попал к ним туда, куда хотел. Вот, но ничто не бывает вечно, я проработал там реально не так долго, как, наверное, того хотел, потому что я попал туда на проект наподобие, опять же, наподобие Героев 3, хотя у них был там классный типа моба игра с видом сверху, понятное дело, 3D-шная. И я очень хотел именно над ней работать, но почему-то так получилось, что менеджеры решили по-другому. Соответственно, я уволился и пошел работать опять аниматором, только уже на такой дешевенький AAA проект, там наподобие Fallout, такая очень простенькая сетевая игра на Unity. Не знаю, живая она еще или нет, но довольно долго она жила. Вот. Но это была первая компания,
с которой меня уволили. Реально, вот проработал я там почти 1,5 года. И причина была в том, что ну, со стороны руководства были перегибы в личную сторону, то есть это было вмешательство в личное пространство, в вопросы, там, ну, в общем, овертайма. Ну, в общем, все то, что я рассказываю, что на своем канале, что как нужно себя вести. Вот там вот многие такие вещи присутствовали. Соответственно, меня увольняют в пятницу, но так как я уже заблаговременно готовился, потому что я уже понимал, что здесь мне делать нечего, я делал и портфолио новое, и рассылал резюме, и я в понедельник выхожу уже на работу в Крайтек. То есть мне так практически, можно сказать, так получилось, что я уже собирался сам сообщить об увольнении, и меня тут как бы уволили заранее. Вот, то есть я, можно сказать, ни дня даже не отдыхал между работами. Вот. Значит, в Критеке было это одно из самых лучших мест, где я вообще работал. Там я познал науку анимации от первого лица именно реально на профессиональном уровне. То есть люди мне многие вещи объяснили, которые я у себя на канале рассказываю. У меня есть видео со стрима, как я анимирую оружие от первого лица, да и не только. Там прям вот рассказали, как анимировать от первого лица, какие должны быть реакции, ускорения оружия. То есть до этого я анимировал оружие от первого лица, но я делал это так, можно сказать, плавно, как будто я персонажа анимирую. Соответственно, оно смотрелось неинтересно, неестественно. Вот можете сравнить, как вот было, вот тут позор вот этот, и как, можно сказать, через полгода, как стало. Вот зацените. Вот, ну все, а потом всем известные события с Крайтеком начали происходить, ну, всем известные в сфере IT. У них стали заканчиваться деньги, соответственно, наш офис киевский зарабатывал на Warface, а деньги все отправляли в Германию. То есть платили зарплату немцам, а нам зарплату платить перестали. Я уволился, ушел работать на себя. Долгие, практически там 2-3 года я работал на себя, над своими фриланс-проектами, с командой, выполнял кучу чистки макапа, где там, не знаю, тонну макапа просто перечистил. И однажды понял, что единственная компания вообще в Украине осталась, которая мне, наверное, было бы интересно поработать, это G-Staging World, это Stalker 2, они как раз только начали этим заниматься. Подал я туда резюме, сделал тестовое, вот, кстати, тестовое мое. Ну, я, честно говоря, делал огромное количество тестовое в те времена, потому что когда на себя работаешь, многие компании тебе присылают тестовое. Поэтому я привык делать тестовое, вот это была моя ошибка. Я привык делать тестовое, ну, не на чистоту, то есть не вылизывая. То есть вот сделав вот что-то до какого-то уровня, и в надежде на то, что, ну, аниматоры и специалисты видят, что я умею. А когда я такое тестовое наподобие стал отправлять куда-нибудь в США, то там нет, там такого не любят. Они любят, когда все вылизано вот лучше, чем как бы если ты работаешь у них. Вот, поэтому знайте про это. Если будете за границу подаваться, то тестовое задание должно вылизано быть, просто отполировано. В общем, как у кота на Пасху. Значит, ну, меня все равно взяли, потому что, насколько понял, они аниматоры там что-то год искали или полгода, и к ним, по-моему, ни одного обращения не было. В общем, поработал я над проектом Stalker 2 4 года, выполнил многие классные вещи были, и вот с прошлого моего видео видели лицевая анимация, я делал анимации нескольких мутантов, там тоже псевдогиганта, собаки, ну, то есть все, что вы видели в портфолио. Участвовал на момент увольнения, я практически во всех кат-сценах участвовал, ну, там под конец, может, не во всех, ну, практически во всех. Чистки макапа, ну, в общем, огромное количество вещей, которые я там делал, я делал реально с интересом, то есть мне реально нравилось то, чем я занимаюсь. Вот. Но потом, играя в тот же Star Citizen, я уже тогда стал таким фанатом Star Citizen, я решил поработать немножко у них. К сожалению, я не могу вам показать портфолио и те вещи, которые я делал над Star Citizen. Там реально классные вещи. Я там работал вообще во всех направлениях,
которые у них там есть. Это и АИшка для мутантов, там, для животных, и это оружие от первого лица, и это оружие от третьего лица, это анимация от первого, третьего лица. В общем, синематики, ну вот над всем, чем только, ну, короче, над всеми кейсами, которые у них там были, я успел поработать. Там есть такие вещи, которыми я реально горжусь. Там оружие от первого лица очень классно сделано. Я не могу сейчас, жаль, не могу сейчас это показать. Когда выйдет Сквадрон 42-й, я, конечно же, это покажу. Вот. Вот, ну, значит, что я могу со всего этого сказать? Ну, мой путь, на самом деле, не идеальный, не легкий. У меня очень было много и такие, знаете, как синусоида, и черных полос, и белых полос, и отказов, и наоборот побед. Но на самом деле больше, конечно, было побед, потому что я знал, как добиваться своего. Я ходил на большое количество собеседований, когда я работал на себя, у меня в день было только созвонов, там только до 5 вечера одни только созвоны, выполнение тестовых, общение с исполнителями, с заказчиками. То есть я много очень опыта набрался благодаря таким вот вещам. Поэтому вот такая моя история. Я думаю, интересно было посмотреть мои старые работы, мои не очень старые работы, и мои новые работы. И в дальнейшем я также буду стараться что-то интересное выкладывать. Друзья, также хочу сообщить, что у меня 7 числа начинается новый курс по анимации 3D рингингу для новичков. Курс будет состоять примерно из 16-17 уроков 2 раза в неделю в 10 утра европейское время. Курс стоит $199. Это крайне дешево за те знания, которые я даю. И по окончанию курса вы сможете уверенно ригать любого персонажа. Ну, то есть ригать, то есть создавать скелет для него, для того, чтобы его в дальнейшем анимировать. И также вы сможете понять азы анимации, именно персонажной анимации. То есть я не буду давать там прыгающий шарик, как многие это делают. Мы будем начинать анимировать сразу же персонажей. Вот. И закончится наш курс уже темами уровня старший аниматор, то есть senior аниматор. Это довольно сложные темы. Также у нас будет бонусный урок, где я буду рассказывать про психологические аспекты, про аспекты поиска работы, что делать, если уволили, ну вообще, как вообще добиться выдающихся результатов в своей области. Переходите по ссылке на телеграм-канал, там есть прикрепленная форма, где можно выбрать ваш способ записи на курс. Ну, там есть три варианта, посмотрите. И добро пожаловать. У меня сейчас места ограничены, потому что уже записалось довольно много людей. Я не буду много брать, потому что тогда снижается общее качество курса. Поэтому жду вас.